Здравствуйте, дорогие любимые мои подписчики и гости моего канала. Сегодня я хочу для вас посмотреть расклад на 4 королев, что вам по судьбе. И давайте посмотрим. Как обычно, я беру преддиагностику. И мы посмотрим, что вас тревожит. Да, вот сейчас в преддиагностике, может быть, есть какие-то моменты такие, беспокоят. Вы можете выбирать свою даму, можете выбирать другую, которая вам резонирует. Не все знают свои стихии. Так, первой вышла королева жезлов, которая сейчас думает о серьезных отношениях, может быть, о браке, да, о статусе в своем положении, да, с мужчиной, так скажем. Но она готова идти на какие-то действия для того, что у нее много энергии, много страсти, да, вот в ней такая женщина. И сейчас ее волнуют именно отношения. Может быть, у некоторых, конечно, отношения на работе ее могут волновать, но не обязательно. Либо дома, либо на работе. Так, следующая дама. Дама у нас какая будет? Не пропустить бы. Вот, дама жезлов. Эта дама жезлов, она идет к каким-то переменам. Здесь у нее может быть рыцарь, да, рыцарь мечей. Может быть и рыцарь, может быть и ребенок от этого рыцаря. И вы думаете где-то, может быть, о своей тоже семье или о каком-то мужчине с ребенком, тоже такой момент может быть. Ну и хотели бы перемен. Может быть, хотели бы перемен с вашим рыцарем мечей. Рыцарь мечей – это мужчина, который просто молод либо душой, не обязательно возрастом, но он тоже может рассматриваться как мужчина. Либо это просто до 40 лет. Ну, так, вот дама мечей выходит здесь. Да, у дамы мечей сейчас состояние чувства очень такой опустошенности, одиночества. Она где-то понимает, что шаг в сторону, шаг влево, шаг вправо для нее будет, ну, очень тяжел, да, сразу на нее нападут, грубо говоря, какие-то завистники или недоброжелатели. И она пытается найти тот путь, но и здесь Хермит, да, отшельник показывает, что именно свет находится в прошлом. Где-то в прошлом она что-то потеряла. Давайте посмотрим дальше. Еще одна королева, королева чаш, королева водной стихии. Ох, какие у нее значимые карты сейчас выходят. Это карта колесницы, движения и Иерофанта. Здесь могут быть изменения в ее статусе. Здесь могут быть события в ее жизни, связанные с какими-то серьезными отношениями, да? Какие-то перемены и могут идти вот именно с этим у нее в жизни. Ну и со статусом. Здесь также, это вот в данном случае я вижу именно таким образом эти карты. Таким вот образом. Какие-то хорошие перемены у нее в жизнь идут. Может быть, у нее хорошие покровители. Вот я так вот сейчас это вижу. Давайте посмотрим ответ на вопрос. Хорошие покровители духовные могут быть, да, ну, то есть высшие силы. Так вот. Ну, давайте посмотрим. Королева Пентаклей. Что вам по судьбе? Что вам по судьбе? Ох, какая хорошая карта звезды.
Здесь карта Луны, звезды. Ну, разбитого сердца, да, вот, конечно, есть такой момент. Но я вам что могу сказать, что вы всегда находите тот путь, который не затронет ваше сердце. Так вот интерпретирую я вот эти карты. То есть на самом деле вас, может быть, вы достаточно хладнокровный человек и не принимаете все близко к сердцу. Вот такой вот момент мне здесь идет. Дальше. И если есть какие-то недоброжелатели, то они тоже, как говорится, мало касаются вашего сердца. Вы, ну, достаточно холодный. Ну, я уже сказала. Что сейчас у вас? Что сейчас у вас? Ага. Здесь, смотрите, у вас какие-то кармические уроки сейчас вы проходите. Может быть, это связано с финансами. То есть вы пытаетесь держаться за что-то, за какое-то прошлое, которое, возможно, не было и таким прекрасным. Здесь карта креста, ну, карта суда, да. То есть вам, ну, вы проходите сейчас кармический урок, и вам нужно переосмыслить свое прошлое, так скажем, и, возможно, за него не держаться. Может быть, вы за финансы какие-то прошлые держитесь где-то, хотя нужно все это уже отпускать. Вспомнить то время, когда вы были счастливы, и идти вот в прошлом, да, и идти именно в этом направлении. Какое у вас будущее будет? У вас будет радость. У вас будет радость, может быть, связанная с каким-то мужчиной, который долгое время был одинок. Но я вам еще раз говорю, да, вот эти карты, они показывают, что если вы задумаетесь о своем прошлом, найдете, поймете свой урок, пройдете его, да, переосмыслите, по крайней мере, вы придете вот к этому счастью. Но если вы не будете, как это говорится, переосмысливать что-то, не факт, что вы можете прийти к такому будущему. Ваши действия и ваши, ну, даже и мысли, которые обычно приходят, наши мысли, все равно рано или поздно приводят к определенным действиям. Ваши мысли в другом направлении могут привести вас совершенно в другую сторону. Ну а здесь вы можете обрести свое счастье. Давайте совет я вам возьму. Здесь карта говорит о том, что нужно взять какой-то перерыв, может быть, отдохнуть и поразмыслить. Поразмыслить на той ситуации, которая у вас сейчас, которая у вас была в прошлом, да, но я уже сказала. И тогда, если вы все поймете, то, что карты хотели вам донести, вы обязательно станете, может быть, сами магом и будете счастливы, подниметесь на более новый уровень, либо же встретите какого-то мужчину, который для вас будет светом. Вот такой вот момент. Может, он у вас есть уже, но с ним там произошли какие-нибудь конфликты. Но здесь мы не о том спрашиваем у карт, поэтому таким вот образом. Итак, следующая королева – это королева жезлов. И мы у нее спросим, что вам по судьбе. Или кто вам по судьбе, да, если мужчина выйдет. Ну, посмотрим. Что вам по судьбе? Бороться и не сдаваться, да? Ну, смотрите, вы бы хотели быть такой, ну, рыцарь может быть вам по судьбе, такой рыцарь пентаклей, как, ну, как достойный денежный человек, может такой быть. Но также может говориться о том, что вам по судьбе бороться. Ну, если это рыцарь пентаклей, рыцарь земной стихии, да. Бороться
бороться за свет. А здесь мне именно так идет. Огонь, он очищает негатив. И здесь вы борец за справедливость, борец за чистоту. Да, вот так вот. Давайте посмотрим настоящее ваше. Смотрите, опять. Сейчас очень много и часто выпадает эта карта, где каждый держится за то, что есть, за то, что имеет. Но здесь вот у вас конкретно заканчивается это состояние, когда вы держитесь за финансы какие-то, может быть, вы держитесь за какого-то рыцаря жезлов, огненной стихии, тоже может такое быть, да? С каким-то рыцарем жезлов у вас, скорее всего, что-то заканчивается, но у вас на пороге рыцарь пентаклей. Также может говориться, что охлаждение страсти из-за финансов, вот настоящий, так тоже может проиграться. Я говорю варианты, у каждого свое. Энергетика в данный момент, я не знаю, какая приходит. И давайте будущее посмотрим. О, сразу 3 карты вышло. Ой, даже больше. Ну что ж, здесь может вам прийти какое-то послание. Может быть, это будет тайное послание, которое как-то прояснит обстановку, покажет вам свет в вашей жизни. У некоторых это могут быть дети, когда они вам дают радость, да, когда они вам дают свет. Вот такой вот момент, и я хочу посмотреть итог или совет какой вам. Вам нужно выбрать сторону света. Вы борец за свет, вы огненная стихия и должны бороться за свет. Поэтому вам нужно не качаться, выбирать туда или сюда вам идти, а четко понимать, что вы идете к положительным изменениям в своей жизни, вы идете к радости, к свету. Ну и тогда, конечно, не будет негатива в вашей жизни, и все будет хорошо. Здесь вот эта карта смерти, она говорит о трансформации. Вы сейчас должны пройти какую-то трансформацию. Так, что это за карта? В любви, возможно, да, в любви. А здесь может быть кармический партнер и сложные отношения. Хотя эта карта очень хорошая, говорит о том, что две половинки встретились друг с другом. Но в этой колоде видите крест, позади крест. И здесь еще карта смерти вышла, поэтому она говорит о трансформации, которую вам нужно пройти. Не нужно держаться за то, что уже, как говорится, не актуально в вашей жизни, которое не дарит вам радость и счастье. Уже за это не советуют никогда карты держаться. Давайте дальше посмотрим другую королеву. Итак, королева мечей. Мы спросим у карт, что по судьбе королеве мечей. Качели вот в отношениях по судьбе королеве мечей. Когда, это мы смотрим один из таких вот моментов, да, это, видимо, сейчас захотели карты именно это показать. Они всегда дают подсказки, если мы куда-то не в ту сторону пошли. Здесь карты говорят о качелях в отношениях и о невозможности делать выбор. Вот так скажем. То есть или нежелание. Вот качели есть, и они есть. Но что-то делать я не буду. Так, давайте посмотрим настоящее. Любовь есть у вас, конечно, любовь. Но может быть и треугольник. А какому-то рыцарю чаш любовь здесь проявлена. Здесь
все три карты говорят о любви. Вот прям тянет, вот к какому-то рыцарю чаш вас. Но есть обязательства определенные. Видите, хотелось бы и праздника с каким-то рыцарем чаш, да, и любви. Вот прям чувствуете, что это ваш партнер. Но есть и те, перед кем вам нужно, например, кого-то накормить, кого-то еще что-то, да, вот. Ну, здесь вот и качели проявлены, поэтому давайте посмотрим будущее. Ну, у вас ограничения есть. Вам нужно убрать ограничения и идти в новом направлении. Вас на самом деле очень сейчас беспокоят какие-то и будут беспокоить ваши ограничения. С легкостью нужно относиться к проблемам, да, вот постараться легче относиться или уйти вот от того, что вам доставляет столько негатива в вашей жизни. Просто нужно закрыть и пойти, как вот этот шут, может быть, с одной котомкой, но в какой-то там путь, рискуя всем, да, вот бывает так. Бывает так, здесь такое вот, чтобы выйти из этих качелей, видимо, вам прям нужно делать кардинальные изменения в своей жизни. И здесь вот этот вот шут, он, видите, где-то, может быть, люди не поймут и подумают, что, ну, как дурак себя поступил, да, или повел. Ну, вот вам нужно же где-то вот так сделать. Давайте посмотрим совет. Какой для вас совет? Убрать страхи. У вас много страхов, нужно их убрать. Может быть, обратиться к кому-то за помощью, кто вам может помочь, да? К психологу, к тарологу, да, кому-нибудь такому. Ну что ж, давайте дальше посмотрим. Итак, что по судьбе королеве чаш? Любить. Королева чаш — это, конечно же, любовь. Ну, здесь, видите, как иногда вы держитесь за любовь, вы боитесь потерять любовь, а она теряется. Вот в чем момент. Здесь такой момент может быть. Здесь у вас по судьбе перепады такие, то есть любовь, потом может быть окончание, и потом трансформация или же вывод опять этих же отношений, но на более новый уровень. То есть у вас вот не может быть все гладко, поскольку вы, видимо, дама эмоциональная, у вас чувства, да, которые присущи дамы чаш, которые, может быть, иногда выливаются через край, если она не умеет их контролировать, не включает другую стихию. И вот такие вот моменты. Такие моменты. Давайте посмотрим настоящее. Ух ты, какой император. Вообще, конечно, в вашей жизни может быть какой-то император, который, может, находится где-то там вдалеке, которого вы где-то, ну, считаете, что, ну, победителем вашей любви, да, то есть у вас есть человек, которого вы, скорее всего, любите. Здесь карта очень хорошая. Может быть, вы сами, также вот другой момент, да, может быть, вы сами хотите стать императором, быть на коне, отправиться в какие-то дальние горизонты. Это тоже так может быть. Давайте посмотрим, что будет, будущее ваше. Карта любви. Ох, вот он, ваш король. Здесь для единственной королевы выходит король жезлов. Там все рыцарь, здесь король. Смотрите,
в вашей жизни будут резкие перемены, связанные с любовью какого-то короля жезлов. И здесь может быть новое начало какое-то, обновление страсти, но здесь любовь однозначно. И события в любви именно... Ой, извините, подавилась. События в любви будут меняться очень быстро. Просто вот придет какое-то внезапное сообщение, и у вас что-то изменится. Очень хорошие карты здесь. Давайте посмотрим совет для вас. Совет, конечно, эта карта тоже десятки, она говорит о новом начале. Перестаньте, как это сказать, депрессировать, перестаньте переживать. У вас будет новое начало. Вам нужно направлять свои мысли рационально где-то в новом русле, в новом направлении. Вот так вот я вам скажу. Вот такой расклад. Ставьте лайки, приходите на мой канал еще. Где-то, кстати, воздерживайтесь. Пишите комментарии и всего вам доброго. До новых встреч. До свидания.